Камбоджа – страна с богатым историческим наследием, невероятно трагической историей, доброжелательными людьми и интригующим будущим. Камбоджа – неограненный алмаз для экспатов в Юго-Восточной Азии. Тут жаркий климат, лояльная визовая политика, доступное жилье и спокойная атмосфера. Всем привет! Меня зовут Серж, и я живу в странах Юго-Восточной Азии. Я долго жил на Филиппинах, какое-то время прожил во Вьетнаме, и вот уже 4-й месяц живу в Камбодже. В этом видео я расскажу вам, как я переехал в Камбоджу, сколько денег я трачу в месяц для того, чтобы тут жить, и поделюсь нюансами и своими наблюдениями о жизни в этой стране. Посетив основные города Камбоджи, я решил остановиться в небольшом провинциальном городке, который называется Кампот. Все цены в этом видео актуальны именно для этого города. Он расположен в 44 километрах от границы с Вьетнамом. В этом городе спокойная атмосфера и вполне достаточная для меня инфраструктура. Именно поэтому я решил задержаться здесь на несколько месяцев. Но чтобы остаться в стране надолго, надо сперва разобраться с ее визовой политикой. Есть два способа задержаться в Камбодже. Давайте сначала расскажу, как делал я, а уже потом расскажу, как делают, собственно, все нормальные люди. Я еще заранее, за неделю перед поездкой, на официальном сайте за $36 сделал себе электронную визу, которую затем распечатал и торжественно вручил пограничникам при въезде в Камбоджу. По ней граждане России могут оставаться в стране до 30 дней. Сейчас, кстати, эта виза подешевела до $30. Но заранее суету можно не наводить и сделать себе визу по прибытию, потратив лишние 15 минут на контрольно-пропускном пункте и пару лишних долларов. За 2 недели до окончания своей туристической визы я пошел в туристическое агентство и за $58 продлился еще на 1 месяц. В Камбодже вы часто будете видеть эти турагентства, которые помимо услуг по перевозке пассажиров между городами, также и оказывают услуги по продлению виз. Они забрали мой паспорт и вернули только через 10 дней, но уже с новенькой визой еще на 30 дней. Находясь в стране по туристической визе, она имеет кодовое обозначение Visa T, вы можете продлиться только 1 раз. Затем, будьте любезны, покиньте страну. Таким образом, по такой визе вы можете находиться в стране суммарно до 60 дней, 30 плюс 30, а затем нужно делать визаран. Граница с Вьетнамом от Кампота находится всего в 44 километрах. И за день до окончания камбоджийской визы я сел на велик и покрутил педали на визаран во Вьетнам. Тут, пройдя стандартные пограничные процедуры, я вышел из Камбоджи на территорию Вьетнама, сразу же зашел обратно, заполнил простенькую анкету на камбоджийскую визу, оплатил дань и готово. Я снова в Камбодже с новенькой визой еще на 30 дней. Осталось только докрутить педали обратно до Кампота. Все, обновил я камбоджийскую визу еще на месяц, и потом продлю ее уже на месте еще на следующий месяц. В $39 обошелся мне визаран, $37 стоила виза, и еще по $1 взяли на входе и на выходе как вознаграждение. Кстати, посмотрите, какой здесь прикольный пляж. Это недалеко от вьетнамской границы со стороны Камбоджи. Таким образом, по туристической визе в Камбодже можно жить неограниченно, каждый первый месяц продлевая визу на месте, а на второй совершая визаран, потому что никаких ограничений по количеству визаранов нет. А теперь давайте расскажу, как делают нормальные люди, которые хотят остаться жить в Камбодже дольше 2 месяцев. Нормальные люди, заезжая в страну, говорят на границе, что едут в Камбоджу по работе и просят поставить им рабочую визу, так называемую визу типа Е. Ее можно получить и заранее на сайте за $35, если, конечно, у вас найдется приглашение на работу, копию которого вы бы могли приложить к анкете. Но подозреваю, такого приглашения у вас не будет, а значит и суету заранее наводить не нужно. Таким приглашением на работу будут дополнительные $15 на границе, и таким образом заехать на территорию Камбоджи по рабочей визе вы сможете за $50. Hello. Такая виза тоже действует 30 дней, однако в том же самом агентстве вы сможете ее продлить не только на 1 месяц, но уже на 3, 6 или даже целый год. Продлиться сразу на год выгоднее всего, и не нужно делать никакие визараны. А через год можно точно так же продлиться на следующий год. При этом визы на 6 месяцев и на год имеют статус multi-enter, то есть вы можете приезжать, уезжать сколько угодно раз и не париться за то, что ваша виза сгорит и ее нужно будет делать заново.
Отличное решение для тех, кто хочет жить в Камбодже и время от времени гонять либо в Таиланд, либо во Вьетнам. Но тут важно упомянуть еще про один нюанс. Для получения мульти-энтер визы на 6 или 12 месяцев дополнительно понадобится разрешение на работу в Камбодже, которое точно так же рисуется в этом же самом агентстве еще примерно за $200. С ним, кстати, можете официально устроиться на работу в стране. Камбоджа с распростертыми объятиями встречает тех, кто хочет работать или заниматься своим делом тут. С такой визой уже можете открыть счет в местном банке и получить все международные карточки, и визу, и MasterCard, и UnionPay. В некоторых банках для открытия счета могут попросить справку с места работы в Камбодже, которая рисуется в агентствах или через вспомогаторов еще примерно за $150. Ну а могут и не попросить, тут уж как повезет. Таким образом, за $500 вы можете год жить в Камбодже, официально тут работать, если хотите, уезжать и приезжать сколько угодно раз, открыть счет в местном банке и не делать никакие визараны. И так продляться на год вперед можно сколько угодно раз. Хочу еще уточнить, что цены, которые я озвучил, являются примерными и могут отличаться на плюс-минус пару баксов. Это может зависеть от пограничного поста, от настроения пограничника, от агентства, от города, в котором это агентство находится и так далее. Вы на меня не обращайте внимания, делайте, что вы делали. Да блин. Я когда мимо проезжал, они бодались рогами. Сыкуны! Пару слов хочу сказать о тех приложениях, которыми я пользуюсь в Камбодже. Возможно, оказавшись тут, вам эта информация пригодится. По сути, здесь я пользуюсь только двумя приложениями. Самое главное – это приложение PassUp для вызова тук-тука и лишения возможности водил дурить вас, заряжая ценник от балды в $5 за короткую поездку. Второе приложение – это приложение Nyam24. Это универсальное приложение для заказа такси, посылок, продуктов из магазина и разных товаров. Но я его в основном использую для заказа еды на дом. Ну и любимое всеми путешественниками по Азии приложение Grab тут тоже работает. Что касается климата, то в Камбодже тропический муссонный климат с жаркой и влажной погодой круглый год. Выделяют два сезона – сухой сезон и сезон дождей. Сезон дождей примерно длится с мая по октябрь, и температура воздуха колеблется от 24 до 32 градусов. А самые дождливые месяцы, как правило, в сентябре и октябре. Сухой сезон длится с ноября по апрель, и в нем выделяют два периода – прохладный и жаркий. Прохладный период длится примерно с ноября по февраль. Днем температура редко превышает 30 градусов, а ночью падает аж до 20. Это, наверное, самые комфортные месяцы для жизни в стране. Жаркий период сухого сезона длится с марта по апрель, и днем температура может достигать плюс 35, а иногда даже и плюс 40 градусов. Тут в Кампоте достаточно большой рынок, куда я периодически гоняю за продуктами. Давайте мельком пробежимся по ценам, чтобы вы имели представление, что тут вообще почем. Начну с мяса. Свинина $5 за килограмм. Куриная грудка на хряще $3 за килограмм. Говядина $7,5 за килограмм. Десяток яиц $1,5. Овощи. Картошка 87 центов за килограмм. Морковь 75 центов за килограмм. Лук 75 центов. Цветная капуста $1 за килограмм. Брокколи $2 за килограмм. Помидоры $1.25. Огурцы 75 центов. Перец красный сладкий $3. Перец зеленый сладкий $1.75. Наверное, только тут, в Камбодже, возможно, что посередине хаотичного азиатского рынка будет огромный павильон с ювелирными изделиями и позолотой. Камбоджийцы, если честно, мне немного цыган напоминают. Такие же смуглые, любят странно одеваться во что-то напоминающее пижамы и просто обожают все блестящее. Фрукты. Манго $1.25. Авокадо $2,5. Кокос 75 центов штука. Драгонфрукт $1 за килограмм. Рыба и морепродукты.
Тиляпия красная, еще живая, $3 за килограмм. Креветки $7 за килограмм. Устрицы 10 штук, $1.75. Вот уж чего-чего, а разных видов рыбы и морепродуктов тут предостаточно. Тут и моллюски, и акулы, и скаты, и осьминоги. Чего тут только не встретишь. Камбоджа вообще славится морепродуктами. А помимо свежих, тут также много маринованных и вяленых продуктов. В принципе, цены на рынке вроде бы адекватные, да? Но на самом деле не все так радужно. Продукты местного производства, это все, что бегает и растет в стране, действительно стоит разумных денег. То есть это все фермерские товары. Но вот все импортные товары обойдутся в разы дороже. Например, обычная шоколадка в магазине может стоить до $5. Да и в целом в стране наблюдается не лучшее соотношение баланса цены и качества. Давайте наглядно продемонстрирую то, о чем я говорю, на примере обзора некоторых цен в супермаркете. Орешки кешью $4.55. Литр яблочного сока $2.48. Чипсы Pringles $2.30. Какие-то вафельки $2.70. Майонез 500 грамм $6.30. Паста болоньезе $5. Спагетти $2.30. Йогурт питьевой $2.70. 200 грамм сливочного масла $5,5. Сыр чеддер 250 грамм $7. Коробка конфет Ferrero Rocher $14. Обычная белая шоколадка $3.70. Я не понимаю, тут под боком Таиланд и Вьетнам, где все есть и стоит адекватных денег. Так почему бы не наладить адекватный импорт? Настолько бедная страна, что доллары просто так валяются на земле. Вот. 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 В предыдущих роликах я уже рассказывал, во сколько мне обходится нищебродствовать на Филиппинах и во Вьетнаме. А теперь давайте расскажу, какой минимальный бюджет мне необходим для жизни в Камбодже. Первая и основная статья расходов – это аренда жилья. Свою студию я снимаю за $200 в месяц. Вторая статья расходов – это счета. $10 я плачу отдельно за проводной интернет, примерно на $1,5 набегает счет за воду, и в среднем $21 в месяц я плачу за электричество. При этом надо заметить, что я практически не пользуюсь кондиционером. Электричество в Камбодже дорогое и стоит $0,25 за 1 киловатт. Очень важная статья расходов – это расходы на продление визы. В среднем за визу я плачу $48,5 в месяц. Я живу по обычной туристической визе. Следующий пункт – это расходы на еду. Тут, конечно, все будет очень индивидуально, но лично я трачу примерно $8 в день. Это в среднем $240 в месяц. Давайте попробую объяснить, откуда взялась эта цифра. Например, вот такой завтрак из кофе 3 в одном, половинки авокадо, огурца, сосиски и пары яиц, если посчитать, то обходится мне в $1.44. Обед я обычно покупаю у дядьки, который готовит возле моего дома. Цены у него разные, от $1.75 до $3. В среднем я бы считал, что покушать где-нибудь на улице в обычной местной столовке будет стоить $2,5. У местных, конечно, есть вариант покушать за $1.25, но этот суп из 7 залуп вы часто есть не сможете. А пообедать в более-менее приличной кафешке, рассчитанной на иностранцев, обойдется минимум в $5. Ужин я обычно готовлю сам, и для примера я посчитал, во сколько мне обошелся вот такой ужин из картошки, овощей и куска свинины. Получилось $1.80. Добавим еще уличный напиток, кофеечек или свежевыжатый апельсиновый сок, это еще $1.25. Итого получается почти $7. Сюда добавим еще $1 на сезонные фрукты, вот и получается, что на еду в день в Камбодже мне нужно $8.
Следующая статья расходов – это расходы на питьевую воду. Один вот такой бутыль питьевой воды обходится мне в $1, и в месяц я трачу примерно 3 таких. Запишем $3 в месяц на питьевую воду. Мобильная связь. Когда я только приехал, я купил симку мобильного оператора Smart, и мне подключили тариф за $6 в месяц, позволяющий тратить до 60 гигабайт трафика ежемесячно и до 150 смс-ок и 150 минут внутри сети. Мне этого более чем достаточно, поэтому к нашему бюджету прибавим еще $6 в месяц на мобильную связь. Следующий пункт – это стрижка. Я подстригаюсь раз в месяц, и одна стрижка тут стоит $2,5. Поэтому к нашему бюджету добавим $2,5 в месяц на стрижку. Стирка. Вещи я стираю в прачечной. Примерно раз в 2 недели притаскиваю туда кучу своих грязных шмоток, и одна стирка обходится мне в $2. Соответственно, к ежемесячному бюджету на стирку добавим $4. Одежда. В жарком климате много одежды не нужно. Раз в месяц обновить какую-нибудь футболку и шортики обойдется в $6. По $3 на элемент гардероба. Средства гигиены и бытовая химия. Это купить мыло, шампунь, туалетную бумагу или чистящее средство для посуды. На эту статью расходов, как правило, мне хватает $8 в месяц. Транспорт. Я перемещаюсь на велосипеде и лишь иногда, чтобы затариться продуктами на рынке, езжу на тук-туке. Я делаю это примерно раз в неделю, и одна поездка по городу мне обойдется в $1.25. Соответственно, $2,5 туда-обратно. Запишем $10 в бюджет на транспорт. Те, кто пользуется мотобайком, сюда запишут расходы на бензин, цены на которые вы видите сейчас на вашем экране. На развлечения я трачу примерно $100 в месяц. Зависнуть в баре или съесть огромную пиццу, запивая джин-тоником, обойдется в среднем в $25. И выбираться я стараюсь, хотя бы раз в неделю. Путешествия. Я же все-таки блогер, и мне надо иногда куда-то ездить и что-то снимать. А тут в Компоте много тревел-агентств, которые организовывают разные туры и поездки. Один тур стоит от $15 до $25 с человека. Вот и получается, что если хотя бы раз в месяц куда-то ездить, то к бюджету нужно добавить еще $20. Ну и последний пункт, который я бы хотел добавить к бюджету, это на всякий случай. Его еще, наверное, можно назвать расходы на медицину. Даже если и не понадобится, то лучше все-таки откладывать хоть что-то на непредвиденные ситуации. Хотя бы $20 в месяц. Вот и получается, что моя жизнь в Камбодже стоит мне $700 в месяц. Но можно ли жить еще дешевле? И я скажу да. Давайте расскажу, как еще можно сэкономить. Например, можно сэкономить на жилье. Я находил неплохое жилье за $150 в месяц, где вода и Wi-Fi уже были включены в стоимость. Находил комнаты за $100 и даже за $60 в месяц, но такие варианты я не советую даже рассматривать. Будете искать жилье в Камбодже, важным фактором должно быть обязательное наличие кухни, где вы бы могли готовить. Моя камбоджийская виза обошлась мне в $48,5, но эту цифру можно скинуть до $41, если заморочиться рабочей визой и сразу продлить ее на год. Можно меньше шляться по барам и на развлечения тратить не $100, а 50. И от экскурсий тоже можно отказаться. Ну и немного меньше можно тратить на мобильный интернет, если подключить тариф попроще. У моего сотового оператора есть тариф не за $6, а попроще за $4. Таким образом, самый минимальный бомж-бюджет для жизни в Камбодже обойдется в $560 в месяц на человека. Это же самая настоящая лиана. Тут веревка крепкая. Наверное, многие ребята хотели бы узнать, а насколько вообще легко познакомиться с камбоджийской девушкой. В отличие от Вьетнама, где мне так и не удалось ни с кем подружиться, здесь, в Камбодже, я знакомился без каких-либо проблем. Местные девушки охотно идут на общение, невзирая на языковой и культурный барьер.
всегда охотно отвечают в социальных сетях и охотно приходят на свидания. Я знакомился как через Facebook, так и через приложения типа Badoo или Tinder. На улице часто можно встретить интернациональные парочки и нередко с большой разницей в возрасте. Камбоджийки мечтают о белом принце, и можно даже без белого коня, и всегда с интересом и улыбкой смотрят на проходящих мимо иностранных парней. Но, как мне показалось из общения, у многих местных барышень диснеевские мультики в голове и сила традиций как сдерживающий фактор. Если отойти за пределы барной улицы, где восседают иностранные дедушки в окружении малоодетых камбоджийских нимф, и подружиться с простой девчонкой из простой семьи, то любители краткосрочных интрижек, скорее всего, обломаются. А вот с перспективы долгосрочных серьезных отношений, как мне показалось, камбоджийская девушка сможет стать хорошей спутницей. Ребят, если кто-то из вас встречался с камбоджийской девушкой, напишите, пожалуйста, ваш опыт в комментариях. Мне на самом деле будет очень интересно сравнить. Камбоджа – удивительная, необычная и крайне колоритная страна. Стоит только выехать за пределы города, и кажется, что будто само время не властно над этими местами. Здесь люди продолжают заниматься земледелием и рыбалкой точно так же, как и 100 лет назад. Здесь традиции и обряды имеют важное значение для местных жителей. Но несмотря на свою просто ужасную историю и бедность, по большей части преобладающей в стране, люди тут остаются позитивными и доброжелательными. И я заметил, что мне среди этих людей жить комфортно и спокойно. Камбоджа может оказаться прекрасной страной для переезда в Юго-Восточную Азию из-за лояльной визовой политики, позволяющей иностранцам тут жить годами, доступных цен на аренду жилья и продукты, удобного географического положения, позволяющего легко и дешево посещать Таиланд и Вьетнам, и открытых возможностей для желающих тут работать или заниматься своим делом. Но несмотря на некое очарование от Камбоджи, которое я испытываю, я бы не хотел терять объективность. Давайте расскажу о тех недостатках, с которыми вы можете столкнуться, если решите переехать сюда жить. Очевидным минусом для многих может оказаться жаркий, влажный тропический климат круглый год. Не все одинаково могут переносить жару. Любителям жизни у моря и пляжного отдыха Камбоджа тоже вряд ли подойдет. По сути, действительно хорошими пляжами может похвастаться лишь пара небольших островов недалеко от Сиануквиля. Тут есть пляжи, горы и водопады, но по большей части Камбоджа не про это. В Юго-Восточной Азии есть и более живописные места. Камбоджа не самая чистая страна. Мусор – частый спутник городских улиц, пляжей и дорог между городами. Но хотя бы правительство понимает эту проблему, и на улицах есть мусорки, а билборды призывают местных жителей не заниматься свинством. Страна достаточно пыльная. Дороги покрывает мелкая красная пыль, которая очень легко разносится ветром. Многие жалуются на сомнительную безопасность в стране, да и некоторые мои знакомые рассказывали мне о неприятных эпизодах, случившихся с ними в Камбодже. Но я тьфу-тьфу-тьфу ни с чем с таким не сталкивался. Тут в провинции все спокойно и безопасно, а разного рода неприятные эпизоды случались с моими знакомыми в Пномпене, в столице страны. Там, конечно, лучше держать ухо востро. Про плохое соотношение баланса цены и качества я уже рассказывал, но сюда я бы хотел добавить еще и дефицит. Зачастую каких-то простых, но нужных тебе вещей просто не найти, особенно в таких маленьких городах, как Кампот. Или приходится бегать по всему городу в поиске нужных тебе вещей, потому что нет какого-то одного единого торгового центра, где было бы все. Следующий момент – это плохой онлайн-сервис. Тут почему-то не работают популярные онлайн-магазины, а те, что работают, делают это через одно место. Для меня был целый квест найти простой ручной насос для велосипеда. Сначала я оббегал все магазины в городе. В одном нашел какой-то огромный, допотопный, в другом за обычный 3-баксовый насос попросили аж $25. После того, как попытки купить на месте не увенчались успехом, я попытался заказать в онлайн-магазине. На одном крупном агрегаторе нифига не нашел. Затем нашел специализированный онлайн-магазин, который торгует аксессуарами для великов, и заказал уже там. А потом еще целый день в своем городе искал тот пункт выдачи, в который они этот насос доставили. У меня там целое расследование было.
Камбоджийцы не особо будут париться о тишине и вашем покое. Петь в караоке странные песни прямо на улице целый день – обычное для Юго-Восточной Азии дело, и таким меня уже не удивишь. Но вот что я встретил только тут, так это любовь к громкоговорителям. Если вас угораздит поселиться возле храма, то вот от такого будильника вы будете просыпаться каждое утро. А если, не дай бог, соседский камбоджийский дедушка отойдет в мир иной, то слушать молитвы по усопшему вам придется целую неделю с 6 утра до 6 вечера, ведь похоронный ритуал длится аж 7 дней. Тут уж независимо от расположения храма громкоговорители притащат прямо под ваши окна. А с каким размахом местные празднуют свадьбы и новоселья? Они тупо шатрами перекрывают половину дороги напротив своего дома, не особо-то и переживая о возможных заторах в дорожном движении, сооружают сцену, ставят огромные колонки, приглашают музыкантов и несколько дней гуляют. А о их празднике невольно становится известно всему району. Тут сила традиций намного сильнее здравого смысла. В стране очень плохая медицина. Например, моей знакомой камбоджийской девушке, когда та обратилась в больницу с какой-то проблемой по женской части, без анализов и обследования выписали трамадол. На, девочка, попей таблетки, и все пройдет. Кто не в курсе, это сильнейшее обезболивающее, вызывающее привыкание. Его назначают, когда другие методы уже неэффективны, например, при сильных травмах или онкобольным. Я офигел от таких методов лечения. Но особо переживать не стоит, потому что, в принципе, в аптеках весь базовый набор лекарств есть. А если что-то серьезное, то в паре часов езды в Вьетнам, и там хорошая и доступная медицина. Hello. You caught fish? Small? И последний пункт, который я бы хотел затронуть, это языковой барьер. Да, кое-кто говорит по-английски, особенно много кто в столице и в туристических местах. Но в большинстве своем вы не сможете понимать местных, а местные не смогут понимать вас. Но если вы планируете пожить в Юго-Восточной Азии и готовы мириться с теми недостатками, которые я озвучил, то Камбоджа может оказаться вполне хорошим местом для вас. Спасибо, что посмотрели это видео. Если не трудно, жмякните на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И поддержите меня своим лайком и комментарием. Всем удачи! Сейчас, кстати, эта электронная виза подешевела до 3... Птичка, ну что ты мне дубль портишь? Тихо. Уходите оттуда. А знаете, насколько... Ну я записывал. Тихо, не гавкай. Что я тебе сделал? Что касается климата, то в Камбодже тропический муссонный климат с жаркой и влажной погодой круглый год. Выделяют 2 сезона. Сихой, блядь. Будете искать жилье в Камбодже, важным фактором должно быть обязательное наличие кухни, где вы бы смогли... Но, в принципе, за медицину особо переживать не стоит, потому что... Но... Что там «но», блядь? Но. Местные верят, что подобным ритуалом они очищаются от грехов и плохой энергии. И призывают удачу. И еще что. Следующий пункт – это расходы на еду. Тут, конечно, все будет очень индивидуально, но лично я трачу примерно $8 в месяц. Какой в месяц, блядь, дебил? Вот и получается, что если хотя бы раз в месяц куда-то ездить, то к бюджету нужно добавить еще $20. Слюни аж разлетаются. Что еще интересного в городе Кампот, помимо шлюшной набережной и... Шлюшной набережной. Что еще интересного в городе Кампот, помимо чудесной набережной и шлюшного переулка?